Единодушие. Валька Кораблев и Лея Бирман дружили с детского сада. Про них говорили всякое, когда они уже повзрослели, но никто из посторонних не мог поверить, что они просто дружат. Была бы Лея уродкой или Валик ущербным, так нет, оба симпатичные, улыбчивые, остроумные, нормальные молодые люди, которые как нитка с иголкой всегда друг за другом. Друзья. Не может быть. Невероятно, но факт. Они дружили. Валик вовсю обхаживал соседку Леи Галку, и Лее стоило нервов отучить Валика тащить ее с собой на свидание с Галкой. Если Лейна сдержанность, педантичность, любовь к порядку уравновешивали хаос и спонтанность Валентина, то с Галкой было идеальное совпадение. Лея сперва думала, что у друга очередное приключение, что поматросят они друг друга и бросят, но время шло, а они прикипали друг к другу все крепче. Лея уже стала присматривать им подарок на свадьбу. Скоропостижные покупки ударяют по бюджету. Да и подарить хотелось что-то нужное и памятное. Хотя ни ее друг, ни Галка про свадьбу не заикались. Они уже жили вместе, собирали компании, устраивали посиделки с вином и танцами, искренне считали себя семьей, но в ЗАГС не собирались. В конце концов, когда их родители решили все-таки устроить детям свадьбу, Валька и Галка с 5-й попытки отнесли заявление в ЗАГС. Свадьбу назначили через месяц. Леина мама сшила Галке платье, Валику в салоне для новобрачных купили костюм, потом он выцарапал какой-то давний долг и купил кольца. В назначенный день Лея пришла к Галке помочь той нарядиться и сделать прическу. Невеста, которая на денек вернулась к родителям, дабы соблюсти все каноны, валялась на диване в пижаме и грызла яблоко. Она вскочила и позвала Лею на кухню пить кофе. Так они просидели часа два, пили кофе, разговаривали, потом Лея спохватилась, пора было уже невесте наряжаться. Но Галка не спешила, она ела конфеты, курила, дурачилась, и совершенно было не похоже, что эта девушка собирается в ЗАГС. Ближе к обеду, когда время регистрации прошло, а Лею начала бить дрожь, позвонил Валик и сказал, что столы все равно накрыты и чтобы девчонки приходили домой. Гости уже все в сборе. «А ЗАГС?» – тупо спросила Лея. «Туда не ходите», – ответил Валик и повесил трубку. Дома у Галки с Валиком уже царило веселье, казалось, что только Лея, как дура, переживает из-за ЗАГСа. Потом они с Валиком курили, и Валик все объяснил. С утра так неохота было вставать, натягивать на себя костюм и галстук, тащиться в ЗАГС, где грудастая баба будет говорить казенные фразы. Короче, штампа в паспорте нет, а свадьбу гуляем, улыбнулся он. Я теперь понимаю, что вы созданы друг для друга. Лея вложила в свой голос весь сарказм, на который была способна. Вы будете жить долго и счастливо, и умрете в один день. Но ваши дети, а ведь они будут похожи на вас. Будут долго выбирать вам место на кладбище, потом долго договариваться с музыкантами. Потом им станет неохота тащиться туда, где все умерли, и вас забудут дома и сразу поедут на поминки. Лея, не занудствуй. Ты вещаешь, как свидетели Иеговы, парировал Валик. Ой, все, засмеялась Лея, и они пошли веселиться и радоваться жизни.